Если у вас не загружается видео, читайте текстовое описание к этому ролику. Там вы найдете инструкцию, как обходить блокировки YouTube в России. А мы переходим к главным новостям этого дня. У берегов Алжира затонул российский корабль «Урса Мейджор». Итак, господа, спешу сообщить я вам. 23 декабря 2024 года Валкер с нечитаемым названием покинут экипажем в Средиземном море, недалеко от пролива Гибралтар. В МИДе сообщили, что сухогрузом, который шел из Санкт-Петербурга во Владивосток, владеет компания СК «Юг». Все 16 членов экипажа – граждане России. 2 из них пропали без вести. Почему, рассказали уже иностранные СМИ. По их данным, днем 23 декабря на борту произошел взрыв. 14 спасенных моряков доставили в ближайший порт в Испании. По данным «Медиазоны», корабль много лет перевозил грузы для снабжения российской группировки в Сирии. А издание агентства отмечает, что на его борту были люки реакторов для атомного ледокола «Лидер», который сейчас находится в Приморье. Этот атомный ледокол называют самым мощным в мире. О перевозе люков затонувшим сегодня судном ранее сообщала компания «Оборонлогистика». При этом после эвакуации капитан «Урса Мейджор» заявил, что на борту были просто пустые контейнеры. Есть также версия, что сухогруз направили за российским вооружением в Сирию. Издание «Можем объяснить» отмечает, что взрыв и затопление не могли быть случайностью. Собеседник журналистов, капитан 3-го ранга в отставке, сообщил, что ничего на самом судне не могло вызвать взрыв такой силы. Кроме того, сухогруз шел в сопровождении военных корветов. В Черном море погибло уже больше 1% от общей численности дельфинов азовок. Они обитают у побережья Краснодарского края. Причина – экологическая катастрофа после крушения 2 танкеров «Волга-нефть». Волонтеры нашли у побережья Кубани минимум 19 мертвых дельфинов азовок, причиной смерти которых мог быть разлив мазута в Керченском проливе, сообщил Центр спасения дельфинов «Дельфа». 8 обнаружили только за последние сутки. Многие из них погибли, вероятно, от острой интоксикации парами мазута или отравленной рыбой. Черноморская азовка внесена в Красную книгу России как вид, который находится под критической угрозой исчезновения. Такие дельфины не водятся больше ни в одной акватории. Также в зоне разлива найдено уже более 210 мертвых птиц. От загрязнения страдают и другие животные. Волонтеры нашли неподалеку от пляжа 3 собак, измазанных в топливе. У них есть все признаки отравления. Сейчас собаки под присмотром специалистов. Мазут попал в воду и на берег Черного моря в Краснодарском крае неделю назад после крушения 2 танкеров «Волга-нефть». Суда еще не начали поднимать со дна, и топливо продолжает из них вытекать. Последствия разлива мазута пытаются устранить волонтеры и неравнодушные жители. Все это время они просят помощи властей, но пока обращения не услышаны. Не организован даже вывоз мешков с собранным мазутом. Сейчас от топлива очищают и побережье аннексированного Крыма. Добавлю, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить дело из-за бездействия властей после разлива мазута в Черном море. Эпидемия поджогов продолжается в России. Сегодня в Невинномысске Ставропольского края женщина запустила фейерверк в отделении банка. А в Архангельске подожгли офис «Единой России», где собирали гуманитарную помощь. Накануне вечером произошло еще несколько инцидентов в Перми, Тверской области и Норильске. В Перми подожгли несколько банкоматов Сбербанка. В одном случае задержана 50-летняя женщина. Она устроила пожар в отделении банка на улице Ленина. Связанные с силовиками телеграм-каналы пишут, что женщина сделала это по заданию телефонных мошенников. Еще один пожар произошел в отделении банка, расположенном в жилом доме на улице Мира. Очевидцы сообщили о громком взрыве. Позже выяснилось, что некий мужчина облил банкомат горючей жидкостью и поджег его. Задержали. Позже в больницу привезли одного пострадавшего от этого пожара. Как пишет издание 59.ru, мужчина находился в зале с банкоматами в момент взрыва. После этих инцидентов полицейских в Перми отправили охранять отделение Сбербанка в центре города. В тот же день в городе Балагое Тверской области мужчина попытался поджечь отделение банка ВТБ. В полиции позже заявили, что он действовал по заданию мошенников. Его задержали сотрудники банка и удерживали до приезда силовиков. Силовики завели уголовное дело, а затем опубликовали видео с поджигателем. Сказали, что у меня, как говорится, мои все сбережения сняли и сказали, что мои все, что их вернут. Но только надо это сделать, что здесь все поджечь. В банке. Вы транслировали все это? Ну да, я, как говорится, на телефон там снимал.
Сообщается также о случае поджога в Норильске. Местная полиция сообщила, что женщина подожгла банкомат и тоже снимала все на телефон. По примерным подсчетам, за 11 дней произошло минимум 38 подобных эпизодов. Жуткая авария в Красноярском крае. Там столкнулись 3 автомобиля, загорелись большегрузы. ДТП произошло сегодня днем. На 961-м километре автодороги Сибирь столкнулись 2 фуры и легковой автомобиль. Фуры загорелись. Из-за этого трассу пришлось перекрыть. Никто не погиб, пострадал 1 человек. В России покончил с собой подросток, которого вывезли с оккупированных территорий Украины. Как пишут важные истории, до полномасштабного вторжения 18-летний Александр Якущенко жил в детдоме семейного типа под Херсоном. Семья, которая заботилась о детях, стала сотрудничать с оккупационными властями, а затем выехала вместе с детьми в Россию. Александр попал в приемную семью в Краснодарском крае. Как сейчас стало известно, в январе этого года он покончил с собой. Перед этим он отправил друзьям аудиосообщение, в котором сказал, что не нужен приемной семье. После смерти Александра на сайте района появилась статья об этой семье, где не говорилось о трагедии, зато отмечалось, что детям живется там хорошо. Ему идти некуда было. Он просто у нас жил. Кушать мы ему давали. Ну не выгонишь, парня. Издание «Важные истории» пишет, что обнаружило еще 7 детей, вывезенных из того же детского дома под Херсоном. Родная сестра Александра находится в другой семье в том же районе, при том, что Семейный кодекс России запрещает передавать братьев и сестер разным опекунам. Еще 1 подросток находится в той же семье, где жил Александр. Жители курортного поселения Манжирок на Алтае просят спасти их от Германа Грефа. Глава Сбербанка назвал местные гостиницы кибитками и шанхаями и пообещал снести их ради строительства горнолыжного курорта. Сегодня в сети появилось видеообращение жителей и представителей Ассоциации туриндустрии Алтая к Путину. В случае сноса существующей инфраструктуры гостеприимства будут ликвидированы более 100 субъектов малого и среднего бизнеса, владельцами которого в основном являются жители Манжирока. Более 3000 человек останутся без работы. В таких якобы шанхаях и кибитках, которые прошли классификацию и получили 2-3 звезды, ежегодно отдыхает свыше 500 тысяч туристов. Это граждане, проживающие в Сибири и других регионах России, из всех социальных групп. Не всем по карману отели с московскими ценами. Активисты добавляют, что на местный бизнес оказывается давление. Владельцев гостиниц еще летом обязали получать допуск к скважинам воды, а власти стали проводить все больше проверок бизнеса. Помимо обращения, жители собирают подписи под петицией. Под ней подписались уже больше 2000 человек. В Кремле, впрочем, заявили, что обращения не видели и, как обычно, не в курсе ситуации. Куда же без коммунальных аварий? 80 тысяч жителей Ростова-на-Дону остались без отопления из-за поломки котельной. В зоне отключения 447 многоквартирных домов и 27 социальных объектов. Еще на нескольких улицах нет горячей воды. Ростов 4-й год не может получить паспорт готовности к отопительному сезону. А в Таганроге Ростовской области пришлось вывести из эксплуатации котельную на Заводской улице из-за того, что ей потребовался срочный ремонт. В 116 домах проблемы с отоплением. Местные жители говорят, что эту котельную с 18 ноября по 23 декабря отключали 11 раз. Что ж, это все новости, которые я собиралась рассказать вам. К этому часу не уходите от нас без лайка. Так вы помогаете нам распространять наши видео. В интернете подписывайтесь на Ходорковский лайв, причем не только в Ютьюбе, который сейчас активно блокируют, но и в Телеграме, где мы создали специальный канал и дублируем туда все наши видео, в том числе и в аудиоформате. В описании к этой трансляции есть 4 способа, как обойти блокировки Ютьюба. Выбирайте свой и действуйте. И скоро увидимся.